Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам грустную историю о предательстве и человеческой жестокости, но со счастливым концом. Однажды в пригороде люди увидели раненого песика. Его правая передняя лапка была в ужасном состоянии. Рана была явно не свежая, в нее попала инфекция и началось сильное воспаление. Добрые люди отвезли собаку в ветеринарную клинику, где песику пришлось провести ампутацию поврежденной конечности, чтобы спасти жизнь. Из ветклиники песика доставили прямо в приют, где волонтеры заботились о здоровье песика и проводили необходимое лечение. Из-за того, что приют был переполнен и не было свободных вольеров, пришлось срочно организовать Мото временное место. Так как песик был очень напуган и мог убежать, на первое время пришлось посадить его на цепь, чтобы обезопасить. Люди, которые нашли песика, назвали его Мото и рассказали, что Мото участвовал в охоте и однажды попал в капкан. Жестокие охотники не стали тратиться на лечение и выкинули песика, как поломанную игрушку. К тому же у него отсутствовал большой кусок от правого уха. Произошло это случайно или какой-то изверг отрезал его специально, мы никогда уже не узнаем. За что несчастной собаке пришлось пережить столько боли и страха? Приходилось часто ездить на осмотр к ветеринару. После операции были небольшие осложнения. Мото был очень пугливым песиком. Любой укол или обычный осмотр заставляли его плакать. Сердца волонтеров приюта и врачей разрывались от криков песика. Но все это нужно было для того, чтобы Мото поправился и вновь начал радоваться жизни. Вот с передних шовчиков. Сначала Мото был очень недоверчивым к людям, но после жуткого предательства от близких ему людей это неудивительно. Время шло. Мото получал необходимое лечение, о нем заботились работники приюта. Он стал чувствовать себя гораздо лучше. Понемногу его сердце оттаивало. Он очень хотел вновь научиться доверять людям, но все еще боялся. К женской половине приюта Мото относился пусть еще и настороженно, но более ласково и добродушно, чем к мужской. Стоило только появиться рядом хозяину приюта или другому мужчине, как песик впадал в оцепенение и замирал в страхе. Может, он видел в мужчинах своих мучителей и предателей? Испуганно и нервно он поджимал хвост, боясь даже пошевелиться. Сможет ли время заглушить его боль и залечить душевные раны? Физическое здоровье Мото улучшалось с каждым днем. Раны после операции почти зажили. Он стал невероятно активным песиком. Его было просто не узнать. Работники приюта плакали от счастья, когда смотрели на преображение Мото. Всем очень полюбился этот ласковый песик. Вскоре рана полностью зажила, и пришло время снимать швы. Мото полностью выздоровел и был очень рад познакомиться с другими питомцами приюта.
Все приняли его с радостью, и у Мота появились друзья. Все старания были не зря. Посмотрите, в какую жизнерадостную собаку превратился Мота. Его просто не узнать. И кажется, вновь вернулось доверие к людям. Лось, да? Красавчик. Ну, сейчас он все обнюхает, общупает, да? Все такое, красавчик такой, красавчик. А самая счастливая часть истории – Мота нашел семью. Люди увидели его в объявлении и влюбились в этого чудесного песика. Поэтому решили приехать и познакомиться с Мото. Сначала он вел себя настороженно с незнакомыми людьми, но совсем скоро понял, что к нему настроены добродушно, и доверился. Он с радостью прошелся с новыми хозяевами на поводке и с огромным удовольствием дал себя погладить. Мотос — это лучшее, что было в твоей жизни, да? Мотос. Тебе уже пофиг, да, что я к тебе обращаюсь? Работники приюта убедились, что в новом доме Мото будут любить и заботиться, поэтому с радостью передали песика в новый дом. Мото очень быстро освоился в новом доме и постоянно присылает в приют добрые весточки, ведь новая семья его просто обожает. Мот. Здравствуй. Здравствуй, моя собака. Здравствуй. Ты не знаешь, к кому идти? Да? Радостно? Друзья, подписывайтесь на наш канал «Лохматое счастье», и мы покажем и расскажем вам еще много трогательных, удивительных и правдивых историй. И помните, счастье есть